Здравствуйте, дорогие наши друзья и коллеги. Вы смотрите «Давай запишем», с вами Александр. Сегодня вашему вниманию обзор мониторов Kali Audio MM6. Не теряем времени, приступаем. Для начала хотелось бы сообщить вам, друзья мои, что модель MM6 – это обновленная версия ставших уже легендарными мониторов LP6, то есть сделаны они именно на их базе. И помимо всего прочего, у этой модели значительно расширен пользовательский горизонт, а именно, они могут использоваться не только в наших с вами студийных комнатах, но и работать в качестве весьма приличной мультимедийной акустики. И как тут не обратить внимание на то, что очень многие наши зрители спрашивают, а можно ли использовать студийные мониторы в домашнем кинотеатре? И если коротко ответить, то не только можно, но даже и нужно. Объяснять незачем, лучше один раз услышать, и все станет понятно. Но вместе с этим поднимался острый вопрос с регулировкой громкости. И это хорошо, если на активных мониторах можно было убрать уровень до 0. А если это, к примеру, колоночки КРК, у которых есть режимы громко и очень громко, проблема. К тому же многие искали возможность подключить свой телевизор по оптике. Понятное дело, что брать сигнал с выхода на наушники не совсем правильно, а линейные по каким-то непонятным причинам вообще там большая редкость. Одним словом, все эти нюансы производителями MM6 были учтены, и давайте на все это посмотрим более детально. Для этого отправляемся на заднюю панель. Итак, вход оптический. Сюда мы можем подключать телевизоры, игровые системы или какое-то высококачественное аудиооборудование. Цифровое соединение будет обеспечивать абсолютно чистый сигнал, и управлять им можно будет с помощью пульта дистанционного управления. Он, разумеется, идет в комплекте, и выглядит он вот так. Далее, входы RCA, тюльпаны по-народному. Сюда можно будет подключить практически любое устройство с аналоговым аудиовыходом. Кстати, очень многие модели тех же телевизоров имеют такие выходы, так что можно смело подключать и получать удовольствие. Следующее. Вход SPDIF. Это также цифровой вход, как и оптический, и он тоже будет давать кристально чистый звук. Сюда смело подключаем компьютеры или домашние кинотеатры и опять же рулим звук при помощи пульта дистанционного управления. Ну и наконец, мама-папа XLR. Эти разъемы служат у нас для подключения профессионального аудиооборудования и соединения колонок MM6 вместе при использовании в качестве стереопары. Хорошо, с коммутацией разобрались, теперь поехали дальше. Мониторы MM6 имеют граничные настройки эквалайзера, которые позволяют добиться идеального звучания вне зависимости от того, где и как располагаются сами колонки. Будь то подставки или рабочий стол, стоящий у стены вплотную, или вообще какая-нибудь книжная полка посередине комнаты, нет никаких проблем. Щелкаем переключатели и наслаждаемся звуком. Ну и вишенка на торте – это подстройка низких частот. Хотим добавляем, хотим прибираем. Очень полезно. Ну что, пока все нарядно и красиво, и очень хочется, чтобы эти колоночки ни в коем случае не подвели нас в плане звучания. Хотя даже и думать о том, что здесь может быть что-то не так со звуком, откровенно не хочется. Потому что сколько уже моделей Kali Audio прошло через наши уши и руки, вопросов по качеству не возникало. Ну ладно, тестовое прослушивание чуть позже, а сейчас буквально в 2 словах о технических характеристиках. Внизу динамик 6,5 дюймов, сверху дюйм. Усилитель мощности класс D выдает 40 плюс 40 Вт. Кроссовер настроен на 1,5 кГц. Максимальный уровень звукового давления 115 дБ. Ну а частоты, которые способна выдавать эта система, находятся в границах
39-25 тысяч при минус 10 дБ и 47-21 тысяча при плюс-минус 3 дБ. И, пожалуй, последнее. Весят они в килограммах 7,05, в рублях 23 200 за единицу. Все, товарищи, слушаем внимательно, а потом выносим приговор. Ну что, друзья мои, вам сказать. Это Kali Audio. И этим многое уже сказано. Ребята держат марку, не сбавляют оборотов, и чем дальше, тем серьезнее продукты они выпускают. Ну а если все-таки поконкретнее, то, во-первых, звучат они просто замечательно. И это без каких-либо дополнительных подстроек, которые здесь имеются. Во-вторых, абсолютно точно они будут очень хороши и как мониторы в музыкальном производстве, и как акустические системы для озвучивания всевозможных мультимедийных устройств. Ну и третий момент – это их стоимость. Вот хотите верьте, хотите нет, но такой звук от других производителей стоит гораздо дороже. Отсюда следует, что Kali своим потребителям руки не выкручивают, и показатель цена-качество держат на очень достойном и конкурентном уровне. Так что искренне рекомендуем, и нам за это стыдно не будет ни грамма. И на этом, друзья, будем заканчивать. Работайте по возможности на хорошем оборудовании. Всем больших успехов и до встречи на канале «Давай запишем». Господи, боже мой. Это так было интересно, это так было захватывающе. Такой рассказ про... Слушай, они реально играют. А это прям... включил, так прям вот хочется их слушать. Так что...